Как вы думаете, почему в глубоком тылу России горят НПЗ, заводы и прочие стратегические объекты? Подсказка от Путина. Он считает, что виной всему золотые унитазы в особняках российских генералов. Да-да-да, именно так. Царь-то хороший, а бояре не очень. И поэтому очередной российский генерал меняет уютный кабинет на тесную камеру в Лефортово. И по делам ему радуется народ. Наши мальчики в грязных окопах, а генерал купается в наворованной роскоши. Образцово-показательная порка зажравшегося генерала, очищение и торжество справедливости. Стоп! Вы серьезно? Когда человека годами обвешивают орденами за «эффективное» в кавычках управление, а потом внезапно находят у него в тумбочке бюджет небольшого города, верить во внезапное прозрение следствия значит признать себя идиотом. Да и кто вам сказал, что воровать плохо? В этой системе не воровать значит быть чужаком, предателем и слабым звеном. Вопрос в другом. Почему именно сейчас это стало проблемой? Ведь для них коррупция никогда не была тайной или грехом. Это фундамент лояльности и форма присяги. И все это очень подозрительно напоминает сталинское трофейное дело 1947 года. Тогда, после победы, Кремль внезапно осознал: генералы вернулись из Европы слишком самостоятельными, слишком популярными и, что опаснее всего, слишком много знающими о реальной цене войны. И тогда в их спальни пришли с обысками. Пришли даже знаете к кому? К маршалу Победы Георгию Жукову. Формально искали вывезенные из Германии гобелены, сервизы и трофейные автомобили. На деле же Сталин ломал хребет любой возможной фронтовой оппозиции. Диктатуре не нужны герои, ей нужны напуганные исполнители. Можете себе представить, каково было Жукову такое отношение и как его корежило, когда сталинские МГБшники обыскивали его московскую квартиру и особняк в Рублево. Хотя, на самом деле, намародеренное барахло из Германии – это ничто по сравнению с полным портретом маршала. Вы слышали, например, за что Георгия Жукова называли «Жора Катафалк»? Если нет, досмотрите видео до конца, где я об этом расскажу. Напишите потом в комментариях, что думаете по этому поводу. А пока просто ставьте лайк и не забудьте подписаться, если смотрите без подписки. На этом канале много подобных разборов. Ссылки на самые интересные видео я размещу в описании и закрепленном комментарии. Что сегодня стало катализатором нового дела генералов? Огонь и дым пожарищ. Когда методично горят нефтебазы под Самарой, аэродромы в глубоком тылу и заводы, которые по всем бумагам прикрыты лучшим в мире зонтиком ПВО, у системы случается коллапс. Украинские удары разрушают самое дорогое, что Москва продает своему обывателю – иллюзию тотального контроля. Оказывается, глубина территории больше не спасает, а многомиллиардные оборонные заказы бессильны перед дешевыми дронами из Украины. Эту правду нельзя признать официально. Ее нужно срочно чем-то перебить. Но это только верхушка айсберга. Пока им нужно найти виновного так, чтобы тень ни в коем случае не упала на сам центр принятия решений. Гнев обманутых Z-патриотов виртуозно направляют в сторону зажравшихся снабженцев. Перед нами древняя инструкция по выживанию режима в момент острого кризиса. Когда внешнее унижение становится нестерпимым, империя начинает пожирать саму себя. И я вас уверяю, это только начало. Фамилии будут меняться, но механизм останется неизменным. И чтобы понять, что будет дальше, кто станет следующим и почему этот процесс уже не остановить, нужно заглянуть за фасад официальных обвинений. Там, в глубине системы, страх перед поражением превращает генеральские мундиры в тюремные робы. И это не единственная логика, по которой сегодня живет Кремль. Ведь украинские удары обнуляют не только верхушку армии РФ.
1947 год. Повальные обыски у топовых советских генералов. Но газеты СССР молчат. Никто не писал о борьбе с коррупцией, но логика была идентичной. Сталин, выждав паузу после триумфального 45-го, вдруг обнаружил, что его маршалы-победители везут из поверженной Германии не только боевую славу, но и эшелоны барахла. Так родилось трофейное дело. Первая версия того циничного спектакля, который мы наблюдаем сейчас. Думаете, Сталина возмутило мародерство? Глупости. Система сама поощряла грабеж, превращая его в премию за лояльность. Генералам позволяли набивать дачи немецким антиквариатом ровно для того, чтобы в нужный момент у каждого под подушкой лежал готовый тюремный срок. Ведь этот трофейный шик был не наградой, а долговой распиской, которую диктатор предъявил к оплате, как только почувствовал от вояк запах опасной самостоятельности. Маршал Жуков внезапно оказался в эпицентре обысков. У него изымали сотни отрезов дорогих тканей, десятки меховых шкур и ящики с золотыми украшениями. Но за мебелью из карельской березы пряталось нескрываемое опасение Кремля перед субъектностью армии. Солдаты и офицеры, видевшие Европу и ощутившие вкус настоящей победы, стали для системы токсичными. Сталину нужно было срочно приземлить фронтовиков, напомнив им, что их погоны – это типа арендованного реквизита, который хозяин может отобрать вместе с честью и жизнью в любую секунду. Генералов Телегина и Терентьева пытали в подвалах Лубянки, выбивая признания в заговорах через призму украденных сервизов. Коррупция тогда, как и сейчас, была идеальным поводом. Сегодняшний Кремль копирует этот код до запятой. Валюта изменилась, механика нет. Трофейное дело Сталина закончилось ссылками, расстрелами и тотальным унижением военной верхушки. Оно на десятилетия закрепило доминирование спецслужб над армией. Сегодняшнее дело генералов 2.0 преследует ту же цель, но с поправкой на украинский контекст. Путин утилизирует тех, кто должен был принести ему победу, но принес лишь горящие заводы и НПЗ в глубоком тылу. Ведь если нельзя победить Украину и помешать ей бомбить свои города, можно хотя бы победить своих генералов в Лефортово. И в этом сражении Кремль всегда выходит победителем. Первым громко посыпался Тимур Иванов, замминистра обороны, человек Шойгу, куратор строек, имущества, жилья и всей этой роскошной архитектуры военного бюджета. В апреле 2024 года его взяли по делу о взятке в особо крупном размере. Потом добавились новые обвинения, а в июле 25-го он получил 13 лет колонии. То есть человек, который годами сидел на военном строительстве, сам стал строительным материалом для нового спектакля. Вот, мол, смотрите, государство очищается. Правда, до этого почему-то никто не замечал, как это самое государство годами кормило генерала полномочиями, бюджетами и доступом к самым жирным потокам. Следом пошел генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник Главного управления кадров Минобороны. Не тыловой завхоз с печатью на складе, а человек из самой кадровой сердцевины армии. Его задержали в мае 24-го по делу о взятке. У него, по версии следствия, нашли наличные и ценности более чем на $1 миллион. Очень показательная история. Когда под удар попадает кадровый блок, это уже не про одного жадного генерала. Это про тех, кто годами решал, кто в армии поднимается наверх, кто получает должности, кто становится частью этой самой вертикали. Отдельно стоит Иван Попов, бывший командующий 58-й армией. Его история выбивается из привычного ряда, и именно поэтому любопытно. Попов успел публично пожаловаться на реальные проблемы – потери, нехватку поддержки, ошибки начальства. То есть сделал в российской армии почти неприличный жест. Заговорил не языком доклада, а языком фронта.
После этого он быстро перестал быть боевым генералом и стал фигурантом. В апреле 25 года его приговорили к 5 годам по делу о хищении металлоконструкций для укреплений. Дальше вытащили Дмитрия Булгакова, генерала армии, бывшего замминистра обороны, человека, который много лет отвечал за тыл и снабжение. Его задержали летом 24-го по коррупционному делу. И тут уж совсем пахнет черным юмором. Тыловая система, которая с первых месяцев Большой войны показывала чудеса бардака, вдруг получила персонального виновника. То есть это типа не логистика сгнила и снабжение превратилось в кормушку, и все долгие годы совсем не строилось на воровстве и показухе. Просто один заслуженный генерал армии неудачно оказался крайним. Павел Попов, еще один бывший замминистра обороны, пошел по линии парка «Патриот». Тут сама декорация говорит громче следствия. Парк «Патриот» — это же храм военного кича. Танки, купола, железо, победобесие, аттракцион государственной гордости. А под этой лакированной витриной дело о мошенничестве, ремонтах, частной недвижимости и бюджетных деньгах. В апреле 26 года Попову дали 19 лет. Почти идеальный памятник путинской военной культуре. Сверху патриотическое воспитание, снизу подрядчики, схемы и приговор. Там же, возле этого парка военного благочестия, всплыл генерал-майор Владимир Шестеров. Вместе с директором парка его задержали по делу о хищениях бюджетных средств. То есть даже музей величия оказался построен по тем же законам, что и сама армия. Громкие лозунги на фасаде, уголовная бухгалтерия внутри. В России воруют даже на декорациях патриотизма. Особенно на декорациях патриотизма. Потом генерал-майор Валерий Муменджанов, замкомандующего Ленинградским военным округом. Его задержали по делу о взятке на контрактах по форме. Форма, понимаете? Даже здесь. Государство годами рассказывает про священную войну, подвиг и великую армию, а в реальности высокие чины всплывают на обмундировании, стройках, связи, тыле, кадрах, парках, подрядчиках. Потом прилетело по Руслану Цаликову, бывшему первому замминистра обороны и давнему человеку из Шойгувского круга. Следствие предъявило ему обвинение в хищении, легализации денег и получении взяток. Вот здесь круг становится почти демонстративным. Под ударом не просто отдельные исполнители, а целый слой старой министерской системы, которая строила армию парадов, макетов, аналоговнетов и бодрых отчетов. Потом эта армия встретилась с украинской реальностью. Украинские дипстрайки сделали то, чего десятилетиями не могли добиться западные аналитики. Они выставили российскую военную верхушку на посмешище. Оказалось, что непробиваемый зонтик ПВО, которым так долго пугали НАТО, это дырявая мешковина. И это не просто технический сбой. Это публичное унижение диктатора, который поставил на карту все, веря в сказки своих адъютантов о технологическом превосходстве. Георгий Жуков. Кто же он? Маршал Победы или Жора Катафалк? Его удобнее показывать у Берлина, чем, например, у Ржева. Там маршал выглядит не как великий полководец, а как начальник мясорубки. Лобовые атаки, сожженные дивизии, огромные потери операции «Марс». Берлин можно превратить в открытку. Ржев в открытку не превращается и требует объяснения, почему победа у советского командования так часто выглядела как обмен солдат на километры. Нужно продавить оборону – давим. Не получилось – кладем еще. На карте это стрелка, на земле – братская могила. С минными полями та же логика. Эйзенхауэру приписывают пересказ разговора с Жуковым, где советская пехота проходит минное поле так, будто его нет, потому что потери от мин считаются сопоставимыми с потерями от пулеметов и артиллерии. Приказ номер 270 закрепил эту арифметику уже на языке государства. Август 1941 года. Сдача в плен объявляется изменой.
Командиров и политработников требуют уничтожать всеми средствами. Семьи части изменников попадают под репрессии и трибуналы. Под документом стоит и подпись Жукова. Лето 41-го было катастрофой сталинского командования. Окружение, развал связи, провал снабжения, миллионы людей в ловушках. Но отвечать заставили солдата. Попал в плен – подозреваемый. Выжил после окружения – подозреваемый. Отступил – вообще готовый враг. Своих расстреливали за панику, самовольный отход, отказ выполнять приказ, попытку выйти из боя. Перед лицом у солдата стоял враг, а позади – собственная карательная машина. Сталинская армия называла это «все для фронта, все для победы». Теперь посмотрите на нынешнюю российскую армию. Там слово «обнулить» снова стало рабочим глаголом войны. Словарь и принцип абсолютно тот же. Жора Катафалк нужен здесь не как историческая вставка про старого маршала. Все это показывает родословную нынешней российской войны. Сначала солдата превращают в расходный материал, потом генерала превращают в символ. Когда все начинает сыпаться, система одинаково легко списывает обоих – солдата на передке и генерала в тылу. Тогда своих гнали вперед и расстреливали ради сталинской победы. Сейчас своих гонят вперед и обнуляют ради путинского провала. У Жукова за спиной был Берлин. У нынешних горящие НПЗ, разбитые аэродромы, дырявое ПВО и, как вишенка на торте, золотые унитазы. Вот круг и замкнулся. История, которая начиналась с бравурных маршей, грозных лиц и обещаний взять Киев за 3 дня, вполне предсказуемо приехала в тесные коридоры СИЗО. Сегодня российский генералитет уже не опора режима, а его кормовая база. Система десятилетиями отбирала наверх самых удобных, самых жадных и самых управляемых, а потом, как водится, решила их же и съесть. Украинские удары по российским тылам стали для Кремля моментом, который невозможно заглушить бодрым голосом Соловьева. Для диктатуры это унизительно, а когда диктатура не может наказать настоящего противника, она начинает с утроенной силой паковать своих. В этом и смысл дела генералов 2.0. И особенно иронично, что запустили этот процесс украинские технологии и украинская воля. Дипстрайки бьют не только по военным объектам, они бьют по нервам российской верхушки. Каждый удачный удар заставляет Кремль задавать один и тот же вопрос – кто не доглядел? А в диктатуре вопрос «кто не доглядел» очень быстро превращается в вопрос «кого сажаем?». Для современного российского генерала тюремная роба все меньше похожа на досадную случайность. Скорее на логичный финал карьеры. Сначала система разрешает воровать, держа человека на крючке. Потом приходит момент, когда крючок превращается в поводок, который в итоге ведет к следователю. Так что пока Кремль пересчитывает генеральские золотые унитазы и ищет виноватых где угодно, кроме зеркала, Украина продолжает делать куда более важную работу – вскрывать реальное состояние империи. И когда пыль вокруг дела генералов осядет, окажется, что спасать эту страну уже почти некому. И главное, нечем, потому что сталинские методички не очень хорошо работают в условиях современной войны. А у системы, которая пожирает сама себя, будущее обычно заканчивается раньше, чем она успевает это признать. Спасибо за внимание. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки и не забудьте подписаться, если смотрите без подписки. У нас на канале немало хороших разборов. Ссылки на самые интересные видео я размещу в описании и закрепленном комментарии. Всем украинцам скорейшей победы!